Добрый день! Как я уже рассказывал в прошлом ролике, в благотворительной организации Caritas нам предложили временное жилье, и мы отправились по указанному нам адресу. Прибыв на место, мы увидели снаружи ничем не примечательное здание с неказистой входной дверью. Войдя вовнутрь, оказалось, что это комплекс из 4 зданий, поставленных в виде квадрата, образующих в своем центре маленький двор-колодец. На входе расположено что-то похожее на приемный кабинет или проходную. Нас встретила женщина, чеченка, которая по-русски представилась нам Фатимой и пригласила вовнутрь. Ею мы были проинформированы о незатейливых правилах проживания в этом месте и заполнены необходимые регистрационные формуляры, которые мы впоследствии подписали. Затем мы были уведомлены, что нам положены еженедельные выплаты в размере 20 евро на человека. Но мы также должны были заплатить залог, кауцион в размере 10 евро за один микрочип. А нам их выдали 2 для открытия входной уличной двери, чтобы иметь возможность покидать здание. И по 7,5 евро за ключи от нашей комнаты и туалета соответственно, то есть всего 35 евро. Из своих сбережений нам платить не пришлось, просто из нашего маленького еженедельного пособия на двоих в виде 40 евро была вычтена соответствующая сумма. Получив оставшиеся деньги, нас провели по узкой винтовой лестнице на 3-й этаж в предоставленную нам комнату. Надо сказать, весь комплекс этого дома делится на части, сектора. Одна часть – это жилье для семейных пар с детьми или без. Одна только для одиноких мужчин, ну и одна для женщин. Прямо внутри двора было выстроено еще одно здание, которое было похоже на детский центр, который каждый день посещали дети постояльцев. Это, видимо, и детский сад, и школа начального уровня в одном лице. Рядом с детским садом в цокольной части основного здания расположился небольшой сектор, в котором стояло 2 стиральных машины и пара машин для сушки белья. Обратившись к администратору и заплатив небольшую денежку, 50 центов за стирку и 50 центов за сушку, можно было постирать свое бельишко. Кстати, в эту сумму уже входил стиральный порошок. Устройство жилых секторов, по крайней мере там, где нам предполагалось пожить, было похоже на многоквартирный дом старой постройки, который просто переквалифицировали под новые нужды. По виду обычный совдеп. Крашеные стены, и все выглядит как старая советская общага. На этажах справа и слева расположены тамбуры, заканчивающиеся дверями 2 или 3 квартир. Туалет общий на этаж и расположен в одном из тамбуров. Душевые вообще где-то внизу находятся, так что здесь в прямом смысле баня, а через дорогу раздевалка. В двухкомнатной квартире, одна из комнат, которая отдана была нам, в кухне один из углов был отгорожен, и за занавесочкой находился душ. Так что для того, чтобы сполоснуться, нам не приходилось бегать по этажам в исподнем и пугать людей, потряхивая своим жирком. Надо сказать, что предоставленная нам комната оказалась довольно большой. В соседней маленькой комнате этой квартиры на тот момент жила девушка, боснийка, со своей маленькой дочуркой. Первое, что бросилось в глаза, это гора грязной посуды с объедками в раковине. Кухня-то здесь общая для всех постояльцев этой квартиры. И в целом везде грязь и трэш. Видимо, девушка как хозяйка вообще никакая. Зайдя в комнату, мы увидели незатейливую обстановку. Двухъярусная кровать, большой, но довольно потрепанный угловой диван, стол, стулья и старая советская стенка, содержащая в своем составе полки да шкафы. На полу было очень грязно. Наше вселение началось с уборки помещения. На общей кухне мы нашли все необходимое и привели свое новое гнездышко в более-менее человеческий вид. Большой угловой диван удалось трансформировать в неплохую двухспальную кровать, что очень порадовало меня, так как я люблю спать рядом со своей женой на одной кровати, а не под ней, находясь на нижнем этаже двухъярусной. Из окна открывался вот такой вид. Расположение домов в Вене такое, что они стоят окно в окно друг к другу, а соседние здания выстроены без прохода между ними, и поэтому улицы представляют собой длинные узкие коридоры, по которым гуляет ветер, как в аэродинамической трубе. Забегая вперед, скажу, что прожить в таких условиях нам пришлось где-то месяц, после чего мы были переведены в другое место. Приучить нашу соседку к чистоте не представлялось возможным. На все наши замечания, что кухня общая и посуду надо за собой мыть и вообще поддерживать чистоту и соблюдать правила социалистического общежития, не возымели никакого результата. Несмотря на то, что в квартире находился маленький ребенок, эта девушка с завидным постоянством любила засесть на кухне возле окна и дымить как паровоз. Курила она много.
А учитывая, что она нигде не работала и нигде не училась и практически все время проводила дома, дым из квартиры практически не выветривался. Ее дочку спокойной тоже не назовешь. Говорила она еще не очень хорошо и, как все маленькие дети, любила засунуть свой юный носик везде, куда надо и не надо. Все ее поползновения заканчивались резким окриком ее матери и словом «жижа» и последующим плачем с громкими воплями. Воевали они постоянно, не прекращаясь, и это слово мы запомнили на всю жизнь. Еще один прикол у этого юного создания заключался в следующем. На кухне стояла такая каталка-игрушка на колесиках, на которой было размещено несколько кнопок в виде разных геометрических фигур. При нажатии на любую из них проигрывалась одна запрограммированная мелодия на немецком языке, похожая на первый взгляд на те, которые мы слышали в старых советских фильмах, когда там показывали немецких солдат. Но это так, впечатление на тот момент, пока у нас с немецким было туго. Так вот, этот ребенок стоял на кухне вместе с этой игрушкой и в течение нескольких часов, реально время исчислялось часами с небольшими перерывами, она нажимала и нажимала на эти кнопки, и звуки немецких маршей повторялись и повторялись без умолку, снося мозг напрочь. Спасало только одно, что девочка примерно с 8 до 3, как правило, находилась в детском садике, а вот в субботу и воскресенье она по полной отрывалась на наших мозгах. Периодически в фойе рядом с проходной этого дома завозились продукты из магазинов, которые были с истекающими или истекшими сроками годности, и их уже было запрещено продавать в магазинах. Или же это были продукты, которые просто залежались и не продавались. Эти продукты можно было набрать бесплатно. Они вообще предоставляются малоимущим слоям населения и распространяются через организацию Красный Крест. Но об этой системе расскажу поподробнее позже, как она работает. Заведовала всем этим богатством вроде как болгарка по национальности, звали ее Жука, необычное для нашего слуха имя. Женщина, конечно, резкая, но справедливая. Она как бы вроде завхоза в этой организации. Она же нам выдавала средства личной гигиены и бытовую химию бесплатно. Хотелось бы сказать об еще одной странности, которая бросилась нам в глаза. Во всех видах транспорта, в которых нам довелось побывать, находясь в Вене, было очень жарко. В трамвае можно зимой снимать куртку и ехать так. Топит, будь здоров. В доме, где нас поселили, в коридорах окна везде нараспашку, и батареи все включены на полную мощность. Не притронешься. В комнате такая же фигня. Конечно, на всех батареях стоят регуляторы, позволяющие прибрать тепло, но везде они были попросту сломаны и ничего не регулировали, и в комнате тоже. Так что окна постоянно нараспашку, а то умрешь от жары. Так что кто там чего говорит об экономии тепла в Австрии? Может, для частных лиц, которые вынуждены дорого платить из своего кармана, но вот в государственных учреждениях никто ничего не считает, так же как и в России. Туалет, как же без него? Хотя находились мы в этом месте в то время, когда о пандемии никто и не думал, садиться попой на унитаз я не рискнул. Мало того, нами в магазине были куплены специальные дезинфицирующие салфетки, для того, чтобы на всякий случай обеззараживать все, чего можешь коснуться самым сокровенным. Учитывая, что стены по звукопроводности такие, что кажется, что их просто нет, делать дело надо очень тихо, не пугая соседей. Кто-то из постояльцев за руку не удалось, правда, поймать, тоже, видимо, перестраховываясь, носил с собой полторашку с растворенной в ней хлоркой и перед посещением туалета просто как из брызгалки поливал все вокруг. И горшок, и стены, и дверь, и окно. Если звезды складывались так, что приходилось зайти после него, то необходимо было брать с собой весла и спасательный круг, чтобы не утонуть и не упасть в обморок от жесткого запаха хлора. Вообще, когда ты попадаешь в процедуру, все, что тебе остается, это долгое и томительное ожидание. Конечно, первое, чем начинаешь заниматься в Вене, это ходить гулять и осматривать достопримечательности. Но гулять и шопиться надо так, чтобы не остаться без денег. Ведь неизвестно же, что будет завтра. В общем, все, что было в нашей досягаемости не очень дорого, мы обошли и обгуляли. Встречались очень забавные магазинчики на нашем пути. Например, магазин, который торгует только унитазными ёршиками, но всех мастей и калибров. От очень дорогих до очень дешевых. Или магазин, торгующий жопами с ушами. Очень было для нас необычно наличие легальных магазинов, торгующих каннабисом и продуктами из него. Также на стенках зданий, кроме автоматов, продающих сигареты, встречаются и автоматы, торгующие этим же каннабисом. Одной из туристически известных улиц Вены, находящихся неподалеку от нашего временного жилища, была Мария Хильферштрассе,
Большая улица с множеством маленьких и не очень магазинчиков. Улица очень многолюдная, и кого тут только нет. Когда идешь по этой улице, то слышишь голоса почти всех языков мира, и русские в том числе. Тут и индийцы, и сирийцы в челмах, и в платках, и в паранже, и в хиджабе. Тут же валяются по пути следования куча бомжей и попрошаек, кто-то спит в грязи прямо посреди улицы, и тут же ходят полицейские. Довольно интересна и архитектура встречающихся зданий. Не обязательно на этой улице, а вообще по Вене. В общем, погулять прикольно. Рядом с нашим временным жильем был расположен Вестбанхоф. Это железнодорожный вокзал, совмещенный со здоровым таким торговым центром. Погулять в нем тоже очень интересно, особенно в предновогодний период. Правда, в Австрии есть такая особенность, что практически все магазины в воскресенье попросту закрыты. Даже этот же вокзал торговый центр. Вокзал работает посреди множества закрытых магазинов в воскресенье. Если вам понадобилось какое-нибудь лекарство в аптеке в выходной, то купить его будет проблематично. Надо ехать куда-нибудь далеко в ту единственную аптеку, которая будет являться дежурной и работать. Кстати, об аптеках. Купить любое лекарство, которое вы захотите в аптеке, не получится, не так, как в России. Основная масса лекарств идет по рецепту, так что милости просим к врачу, а уж потом в аптеку. Кстати, нам выдали вот такой информационный лист с адресами медучреждений, в которые мы могли обратиться в случае, если понадобится срочная медицинская помощь бесплатно. В других местах просто или не примут, или примут по направлениям от врачей из этих учреждений. В месте нашего временного проживания были организованы курсы немецкого языка 2 раза в неделю. Курсы вела прикольная девчонка из Украины, звали ее Оксана. Она, собственно, помимо, конечно, интернета, и была первым нашим преподавателем, познакомившим нас с немецким языком. Курсы бесплатные и финансируются за счет государства. Но ходило на них очень мало людей, уж не знаю почему. Скорее всего, просто лень и незаинтересованность. Как-то придя с прогулки в комнату, мы увидели, что наша соседка зачем-то перетряхивает свои вещи. Пожав плечами, мы не придали этому особого значения, а как выяснилось, потом зря. Ночью мы проснулись от рыданий и ребенка, и ее мамы. Вышли, поинтересовались, в чем дело. Надо отметить, что она немножко, очень плохо, конечно, но говорила по-русски. Она все время говорила слово «буги». Это очень было похоже на английское слово «баг» – «жук». И правда уж не знаю как, но заглянув в ее комнату, мы обнаружили просто огромное количество клопов. В комнате, конечно, грязи по колено, как я уже говорил ранее, хозяйка она никакая, и возможно это отчасти и послужило тому, что у нее появились клопы. Да еще в таком большом количестве. Они ползали везде, их было очень много. Я столько сразу даже и не видел никогда. Ну естественно, они кусали и дочку, и ее маму. А те ничего не придумали лучше, чем сидеть и рыдать. Спать-то не могут. Я вообще был сильно удивлен, почему они не добрались в нашу комнату, хотя она была за стенкой. Я имею в виду клопов. Естественно, вызвали администратора, но дело было в субботу. Как всегда, наших соседок переселили временно в другую комнату, а мы, заткнув все возможные щели от возможных поползновений насекомых, легли дальше спать. Каким-то чудным образом, в нашем случае без клопов, подошел понедельник, и рано утром на пороге появилась женщина в сопровождении администратора с большим чемоданом и опрыскивателем. Все вещи и чемоданы нашей соседки вывалили на кухню. Вещей было очень много, и проходить можно было только бочком. Не стесняясь ничего, эта женщина обильно облила все вещи, комнату химсоставом и ушла. Вернувшись, наша соседка все долго убирала на свои места. И самое смешное, что вся эта обработка не убивала насекомых, а только снижала их активность и не давала размножаться далее. Так что клопы еще несколько дней по ним ползали, а они были вынуждены жить в этой комнате. Другую комнату после обработки им уже больше никто не предоставлял, несмотря на кучу вылитой химии и продолжающих бегать клопов и маленького ребенка. Всем насрать. Вот это я понимаю, Австрия. Мужики. В России я подобных насекомых уже давно не видел и честно предполагал, что они, наверное, вымерли все как мамонт. Но, как оказалось, Австрия их бережно сохранила и даже культивировала. Как потом я прочитал во многих форумах, оказывается, клопы в отелях Европы – это в принципе нормальное явление. С ними, конечно, борются, но они и есть, и тема не закрыта, и вид этих созданий сохранен. И еще один прикол. Тема прописки, которая так многим не нравится в России. Просто констатация факта, ничего не критикую, не поддерживаю. Просто как это дело обстоит тут. Въехав, пусть даже временно, на какое-то место жительства, кроме отеля, вы в 3-дневный срок обязаны зарегистрироваться в специальном учреждении и получить лист регистрации, а по-нашему прописка. Если вы не сделаете это, то сразу попадаете на вполне внушительный штраф в евро.
Так что бегом регистрироваться. Это в Рашке можно шаляй-валяй. Тут везде за не сделанные необходимые регистрационные действия выписывается нифиговый такой штраф в виде 500 или 1000 евро. Никто не мелочится. Так что побежите как миленький быстро и в припрыжку. Правда, действие это несложное. Пришел, очередей нет. Сотрудник на основании твоих ответов заполнит вот такой формуляр, как раньше у нас паспортисты делали, и выдаст вам регистрационный лист, копию которого вы везде уже и прикладываете. Спустя месяц ожидания, когда уже закончился срок действия всех наших виз, нам пришло информационное письмо с требованием явиться к определенному времени в Трейскирхен с вещами. Рано утром в 4:30 утра мы сдали нашу комнату вместе с ключами и микрочипом администратору, и он вернул нам наши залоговые 35 евро. После чего на трамваях со всеми нашими пожитками мы отправились в Трейскирхен, чтобы к 8 утра быть уже на месте. Продолжение будет в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем auf Wiedersehen.